Добрый день или добрый вечер, уважаемые зрители канала Рыболовные сети и рыболовные мережи. Ну вот, когда мы немножко прошли уроки, да, кто-то знал их, кто-то не знал их, да, ну я просто начал организовать, скажем, с азов, кто-то не знал этого вообще. Мы подошли и будем рассматривать с вами первый вид сетей, самый простой, это жаберная или одностенная рыболовная сеть. Значит, я хотел вам рассказать еще что, да, каждый вид сетей, непосредственно, допустим, жаберная или рамовая рыболовная сеть. То есть, ну, сейчас мы будем рассматривать жаберную рыболовную сеть. То есть, одностенная рыболовная сеть бывает, скажем, простая одностенная рыболовная сеть. Бывает сеть профессиональная, да, и бывает сеть профессионально специализированная сеть. То есть каждый подпункт сетей имеет три разновидности, хотя вроде названия одно, там жаберная или одностенная рыболовная сеть. Но рассматривать мы будем эти позиции все, то есть и простая жаберная одностенная сеть, и профессиональная, и профессиональная сеть. То есть я вам покажу, как это делается, потом на примере там выйдем там на озеро, посмотрим, в чем их преимущество, разница, да. Ну и под каждого подпункта, по каждой сети мы рассмотрим эти примеры. Также и по рыболовной мереже. Сегодня мы с вами будем делать сеть одностенную, жаберную сеть, одну из подразновидностей сетей. Мы ее будем делать на кольцо, на поплавок и на кольцо. Для этого нам понадобятся следующие вещи: шнур, нить, сетеполотно, перчатка, хотя бы одна правая, поплавки, какое-то количество поплавков, челнок или игличка, маркер, ножницы, линейка. Этот инструмент непосредственно, чтобы сделать рыболовную сеть. Да, практически всегда он применяется, что одностенную, что рамовую, что жаберную рыболовную сеть. Мы будем делать сеть на кольцо, то есть внизу будем применять просто капроновый шнур. Капроновый шнур, вот у меня просто в бобине стоит он. Капроновый шнур 5 миллиметров. Будем 60 метров, да, и ставить также на поплавок вверх шнур 5 миллиметров и поплавок. Поплавок будем ставить, вот такой поплавок на нее. Сеть на поплавок. Поплавок, количество поплавков. Можно изначально рассчитать их, сколько необходимо этих поплавков. Как я вам уже и говорил, поплавок ставится от метра до метра 20. В зависимости, ну он так ставится, да, от метра до метра 20. Количество поплавков, вот сетеполотно, скажем, 60 метров. Да, ну там 60 метров сеть. Я не считаю количество поплавков, я их набираю чуть больше, потом просто снимаю со шнура. На шнур необходимо сразу одеть это количество поплавков. То есть, допустим, если там 60 метров, ну оденьте там с запасом, можно посчитать, я говорю, сколько необходимо. Ну оденьте с запасом там 65 поплавков, вы не ошибетесь. То есть поплавок одевается изначально на шнур. Вы сначала одеваете все эти поплавки, там 65 штук, или то количество, которое необходимо для вас, чтобы, то есть закончатся у вас поплавки на шнуре, да, сетеполотно у вас еще будет. Что вам придется делать? Вам придется резать шнур
его сращивать, добавлять туда поплавки, его сращивать и продолжать рыболовную сеть. Или с другой стороны этого шнура вдевать поплавки. Ну хорошо, если он короткий, у вас шнур будет там 100 метров, можно с другой стороны вдеть, да, а вот на катушке у меня 500 метров. Но не буду же я сматывать всю эту катушку, да, чтобы непосредственно надеть туда поплавки. Нет, конечно, я вдеваю уже количество поплавков необходимое, там 65 штук. Там останется количество этих поплавков, там независимо 5-6 штук, ну обратно их в пакет убрал, да и все. То есть, если шнур, конечно, длина его там 100 метров, ну можно, там неудобно дома, да, можно одеть половину этих поплавков, 30. И с другой стороны шнура потом уже еще добавить этих поплавков. То есть шнур. Сначала мы будем делать просто на капроновый шнур. Низ. Да? Потом я вам покажу, как. То есть без разницы. Шнур одеваем, как я вам сказал, какое-то приспособление. Да, удобно он там дома на стул, на табуретку. Чтобы как и нить, тоже так же, как и шнур, как вы уже смотрели, да, он сходил планомерно с катушки. Если, конечно, у вас небольшой метраж, там 100 метров, да, этого шнура, ну, можно просто его как бы положить дома, там, за собой, равномерно, там, пройтись, изначально его прогнать необходимо, этот шнур, да, в руке в одной держать, там, перчатку, скажем, одеваете, держите, второй прогоняете этот шнур, более, чтобы он, то есть, распутался, если он более плетеный, хотя бы немножко плетение разобрать, чтобы он петлями не пошел у вас. Как я вам уже и говорил, да, при простой одностенной сети берем вот сетеполотно с вами, да, любое сетеполотно, здесь ячея мелкая, здесь ячея на 2,1, скажем, на 21 миллиметр. Вот любой берем или вверх, или низ, петли здесь собраны, да, отступаем отсюда где-то, ну, приблизительно, там, скажем, кому как удобно будет, там, 60-70 сантиметров, 50, метр, кому как удобно будет ее взять. Вот я беру в жгуте этот, да, сетеполотно, вот здесь как бы, ее непосредственно вот такая веревочка сделанная, да, которой я перехватываю это сетеполотно, да, перехватил вот, раз, закрепил ее, раз, ну и чтобы не ездило оно, ну еще второй раз. Я работаю на крючке, ну как вам и говорил, что ее можно сделать там, ну, сеть, спокойно там сделали ее, да, и ее закрепили, к примеру, там, на дверную ручку повесили, да, или на стул ее закрепили. То есть где-то ее зафиксировали, закрепили и поработали. Не надо там, если вам делать одну сеть, не надо там какой-то крюк непосредственно вбивать, да, дома. На дверную ручку повесили, там ее сделали. Да, вот остается вот такое вот расстояние, скажем, 60 там, сантиметров. Вот вешаю просто на крючок. Вот начнем мы вот изготавливать сеть вот с этого места, да. Вот здесь начнем изготавливать. То есть, а второе как бы просто мы положим. Просто положили, а отсюда начнем работать. С этого места начнем работать. Теперь мы с вами, как я и говорил, перед тем, как делать рыболовную сеть, нам необходимо с вами ее посчитать. Необходимо посчитать. То есть, допустим, у нас сеть 21 миллиметр. 21 миллиметр. И мы с вами планируем ее делать. 21 миллиметр, то есть это 2,1 сантиметр. Да, это если в сантиметрах, делаем, рассчитываем с вами вверх и рассчитываем низ. И рассчитываем низ. То есть непосредственно у нас с вами по верху 2,1, да, умножить, ну возьмем, мы будем набор с вами делать по 2,1 по 9 сантиметров. Ой, то есть будем вверх 2,1 умножить на 9 ячей.
9 ячей. Вверх 22,1 сантиметра умножить на 9. Умножаем. Я просто с калькулятором. Умножить на 9 равняется 18,9 сантиметров. 18,9 сантиметров. Да? Скажем, это уже 19 сантиметров. 19 сантиметров. И отсюда, как я вам говорил, минус 10%. Минус 10%. Получится величина у нас с вами 18 минус 10% равняется 17,1, да? 17 сантиметров. 17 сантиметров то расстояние, которое мы с вами будем делать. Это нормально хорошее расстояние по верху. Да? И также вверх поплавок. Поплавок. У нас с вами расстояние 17 сантиметров. 17 сантиметров. То есть непосредственно поплавок мы ставим от метра до метра 20 с вами. Расстояние одно садовое 17 сантиметров. Мы будем делать, значит, 6 промежутков. То есть непосредственно вот у вас стоит поплавок, да. Вот второй поплавок, вот находится поплавок в огниве, в саде, да, и сколько промежутков? Мы будем делать с вами 6 промежутков. 6 это будет, получится 42, да, метр 2. 1 метр 2 сантиметра получится расстояние, если 6 промежутков возьмем. То есть вот здесь мы берем с вами до второго поплавка 6 промежутков. 3, 4, 5, 6. И уже в седьмой мы будем ставить поплавок. В седьмой поплавок. То есть у нас промежуток получится вот это расстояние от сюда до сюда 1 метр 2 сантиметра. 1 метр 2 сантиметра получится. И если даже взять от центров этого поплавка и этого поплавка по огниву, да, допустим, здесь тоже 17 сантиметров. 17 сантиметров, да, вот если пополам вот эти на 2, ну приблизительно там 8. 8 и 8, 16. То есть общее расстояние будет порядка 1 метр 18 сантиметров. Вот это будет расстояние. 1 метр 18 сантиметров. От центра, скажем, поплавка до центра поплавка 17 сантиметров. Это хорошее расстояние, то есть больше ничего и не надо. То есть садить мы рассчитали. Можно взять и набор по 8 ячей, да, к примеру, 2,1, 8 ячей. То также пересчитать их 8 ячей, да, минус 10% получите ваше расстояние. Низ 2,1, 2,1. И у нас сразу величина 18,9, 19 сантиметров, да. 2,1 умножить, вот низ мы будем с вами делать, на 8 ячей. 8 ячей по низу, да. То есть 2,1 умножить на 8 равняется 16,8. Также будет 17 сантиметров. 17 сантиметров. Там 16,8, ну я добавил. То есть в рыболовных сетях вверх допускается только при саде расстояние по верху допускается в минус. Допустим, если у вас мы берем 17 сантиметров вверх, то у вас может быть там, к примеру, расстояние это будет там и 8, там 16, там и 9, к примеру, расстояние. Оно только может вверх в минус. Низ, наоборот, низ. Если мы выбрали 8 ячей, будем набирать сантиметров, то низ 17, он допускается в плюс. То есть, если у нас как 16 там, и 8, если целое число 16 и 8, там 16 и 8, да, то у нас допускается 17, там, к примеру, допускается там 16 и 9, там, это допускается. То есть вверх допускается в небольшой минус
низ рыболовных сетей допускается только в плюс, минус. Идеально, конечно, идеально, это нулевое положение, 0. Это идеал. То есть вот это 17 сантиметров идеал в 0. В 0 если делать, но это уже великому специалисту надо быть, чтобы делать это все в 0. Да? Или делать повехи, рыболовные сети. То есть мы вот с вами сделали расчет. Расчет 2,1 умножить на 9. Все рыболовные сети начинают делать снизу, с нижнего шнура. Почему? Потому что, когда вы делаете непосредственно сеть, там, то есть первый узел на сети вы завязываете, да, вы начинаете сеть провязывать, вот скажем, сеть у вас, да, верхний шнур, нижний шнур. И начинаете вы сеть, вот допустим, с этого угла начинаете ее делать, здесь у вас будет узел. И делаете вы сеть, вяжете, садите ее, садите, завершаете здесь, поднимаетесь вверх, садите вверх, возвращаетесь и начинаете сеть. То есть у вас первый начальный узел будет на низу. Это удобно просто, ну просто удобнее, чтобы он был внизу узел. Не актуально, можно начинать сети изготавливать и делать с верхнего шнура. Абсолютно не актуально. Если кому-то этот узел все-таки принципиально там взять вниз, ну можно оставить вот эту боковую нить, да, оставить для нее расстояние, начать с боковой нити ее оставить, начать здесь первый узел сделать и также сделать и к узлу прийти внизу. Можно сделать и так. Не актуально, как это делать. Значит, расстояние мы с вами, количество ячей разобрали, посчитали. Да, посчитали вверх, посчитали низ с вами. И у нас с вами непосредственно полотно, которое мы взяли, 150 метров. 150 метров. То есть это будет 75 метров и минус 10%. То есть это будет... В прошлый раз я вас там обманул, по-моему, это будет 67,5 метров. Она готовая будет по верхнему шнуру. По верхнему шнуру она будет 67 метров 5 миллиметров. Теперь, значит, расстояние мы с вами взяли. Что 17 будет сверху, что 17 будет снизу. Теперь мы берем нашу игличку, челнок, игличку, да, и на ней делаем вот эти 17 сантиметров метку, прикладываем линейку, скажем, от начала челнока 17, да, приложили 17, да, 17 приложили, и просто с вами маркером, он меньше и стирается, 17 сантиметров отмечаем вот здесь, 17 сантиметров. О, маркер плохо пишет. 17 сантиметров, просто отмечаем это расстояние. Сантиметров. Отмечаем. Можно отметить 17 сантиметров с одной стороны. Можно для удобства даже отметить эти 17 сантиметров с другой стороны. Вот, отмечаем с другой стороны 17 сантиметров. При работе со временем, как бы это расстояние, эта метка, она исчерпает себя, она истерется. Но опять же нанесли ее маркером и дальше продолжаем работать. То есть нанесли как бы вот эти метки на челноке. То есть нам понятно, расчет у нас есть, да, мы посчитали, это держим в голове или перед собой. Мы начинать будем рыболовную сеть снизу. Да? Как я вам говорил, что начинаются все сети снизу. Мы также начнем ее делать снизу. Открываю я катушку. Открываю катушку. Беру начало этого шнура. Эту бобину шнура я одену на табуретку, как вам и показывал. Да, на рабочую табуретку я одену шпулю. У кого просто шнур, можно просто его разложить.
Значит, шнур берем, как бы вот этот непосредственно шнур с вами. Начало веревки, тут даже она уже запаянная немножко, да. Это пятерка. Отмеряем, так как у нас сеть с вами, она порядка будет, считай, 67 метров получится. Да. Мы берем первое начало, где-то концы отступаем 50 сантиметров. Отступили. То есть концы эти непосредственно необходимы на сетях. Первый момент — это собирать саму сеть, когда необходимо ее просто там дома положить, да, ее собрали вверх-вниз, просушили и в мешок убрали. И также необходимо, когда вы сети выставляете, вы связываете сети между собой. Можно сделать как бы и длинные сети, скажем, в полкилометра. Некоторые люди пользуются ими, такими сетями, там, в полкилометра. Но в моем понимании это немножко неудобно. То есть это большой вес этой сети, да, то есть перемещать ее, там, перебирать, да, более там сети там 50-метровые, там 70 метров вполне хватает там. Ну, можно еще 100 метров, да, она удобная, там разобрал, перебрал, убрал, между собой соединил, да дальше рыбачь. То есть мы отмерили с вами 50 сантиметров здесь. И делаем наш первый узел, который мы с вами и делали. Да. Скажем, тут привязываем просто веревочку. Сюда вот эту. Да. Так, как я вам и показывал, этим узлом первым. Кому неудобно, можете там придержать ее. Да. Там хоп. Опять вокруг шнура с ниткой и под одну нить. Да. Да, затянули. Обязательно, конечно, одевайте перчатки. У меня руки уже привыкли к такой работе, да. Уже более спокойно к этому отношусь. А так одели перчатки, и руки останутся в порядке. Вот мы с вами уже подготовили, скажем, непосредственно здесь. Одели, первый узел сделали. Да. Сейчас будем дальше продолжать, как, что это делается. Вот так вот установили мы катушку, да, сзади себя установили катушку, положили ее, вставили шпулю эту в стул, да, в табуретку, как я делаю, и она стоит сзади и сматывается оттуда. Также и поплавки. Также стоит эта табуретка немного дальше, вдеты на шнур поплавки, и она сходит, шнур, планомерно с этой катушки. Он не вьется, хорошо как бы идет. Здесь также непосредственно, то есть вот есть такая табуреточка у меня, да. Я давно на ней работаю. Ну, кому необходимо будет работать, просто одну сеть там сделать, две. Но можно на стуле. Если долгое время продолжительно работать, то устает спина. Для меня как бы вот этот подъем, высота этой, скажем, табуреточки, я подобрал себе. Спина, можно долго работать, все хорошо. То есть хорошо как бы себя чувствуешь. То есть вот стоит катушка, да, вот она идет, нить планомерно, да, вот табуреточка. И вот как бы то, что мы с вами подготовили. Челнок, да, узелок наш первый с вами, да, и сама как бы уже непосредственно висит у меня здесь на крюке сети полотно. Да. Сейчас мы как бы начнем уже набирать эту рыболовную сеть. Значит, то, что у нас с вами здесь петли набраны, непосредственно они набраны, эти петли верха или низа, практически во всех сетеполотнах они уже набраны. Ячея у нас с вами 21, мы уже с вами все рассчитали и просчитали. То есть эту ниточку мы с вами просто надрезаем. С вами просто надрезаем. Ну, чтобы долго нам не искать, берем вот край сети. Надрезали. Да, сбросили просто все петли, просто их сбросили. То есть здесь непосредственно, да, как я вам говорил, допустим, на 21 ячея, да, а челнок у меня выбран вот такой, да.
надо здесь для этой ячеи взять меньший челнок, то будет удобнее работать. Но такой челнок, так как нить набрана здесь не полная, до половины, его хватит для этой ячеи. То есть челнок, как мы с вами проходили, вот он спокойно проходит в эту ячею. Да? Он спокойно прошел в ячею. Значит, начало рыболовных сетей, скажем, самое начало рыболовных сетей. Здесь, если ячея идет до 40 миллиметров, необходимо набрать первые две ячеи. Где-то от 40 и выше набираем, то есть это край сети, набираем одну ячею, накидываем. Здесь необходимо набрать две, то есть до 40 миллиметров набираем начало сети по 2 ячеи. 2 ячеи набрали. И здесь на шнуре, как мы с вами уже и проходили, берем расстояние, небольшое расстояние, скажем, такое расстояние, чтобы прошла игличка или челнок. И делаем первый узел. Это мы просто с вами фиксируем сеть. Да? Вот затянули первый узелочек, да? Накинули опять и поднить. Да? Поднить, продели челнок, игличку продели. И сделали второй узел. Затянули. Да? Это непосредственно мы сделали, закрепили сеть, просто закрепили сеть, чтобы петли там большое расстояние, много петель не болтались здесь, да? И не было зазора здесь. Сейчас чуть-чуть поправим. И не было большого зазора. Теперь, как мы с вами и рассчитали, мы здесь непосредственно уже набираем, делаем набор. У нас с вами низ посчитан по 8 ячей. Мы набираем, то есть удобнее здесь непосредственно под левую руку, да, вот ячеи они вот так идут, пальцами их прихватывать, да, перехватываться, да, там, скажем, и набирать там по 2, там, кому как удобно. Там, допустим, начинаем набор 2, там, 4, 6, да, 8, да, набрали мы эти петли с вами, да, продели, да, и непосредственно уже здесь делаем, берем вот это расстояние, да, от края иглички, да, до нашей метки, где у нас метка на игличке, прикладываем палец сюда к шнуру, это расстояние фиксируем, делаем наш пенек, там 1,5 сантиметра, пенек, там сантиметра 1,5, да, и делаем узел. Первый делаем захват, да, зафиксировали, протянули уже в шнур. Делаем второй. 1, 2. И это все подтянули, здесь поправили, затянули под 90 градусов. Чтобы непосредственно вам уже провериться, что же вы делаете, да, вы берете линейку, просто линейку, и прикладываете эту линейку от узла, да, до узелка. Вот я приложил линейку, да, и смотрите, от узла до узла у вас 17 сантиметров. 17. И вот здесь у меня как бы пенек сам, да, 17, и здесь половина, 18 с половиной, 1,5 сантиметра у меня пенек, да. Но у меня уже набита рука, да, скажем, при изготовлении сетей, у меня сети получаются в ноль, да, в ноль. Как я и говорил, что на нижнем шнуре допускается в плюс. То есть, если будет там у вас не 18 с половиной, там, а 19 от этого узелка, да, и пенечек, ну, ничего страшного в этом не будет. Ничего страшного нет. И если даже у вас от узелка до узелка не 17, там, а будет получаться 17,2, 17,3, 17,5, ничего страшного в этом у вас не будет при вашей рыболовной сети. Да? То есть вы прикладываете всегда линейку. То есть набираем еще раз петли,
2, 4, 6, 8. Опять же, то есть приложили. Можно, если вам неудобно, там, к примеру, работать по игличке, можно взять линейку, да, вот 17 сантиметров, узелок, да, приложили 17 сантиметров, 0, да, палец приложили, 17 сантиметров, приложили палец. Опять подтянули нитку, да, положили. Пенек 1,5 сантиметра. Также можете взять, изначально проверить себя. Приложили линейку, хоп, проверили там 18,5, да, то есть, и уже фиксируете. Раз, да, вот я зафиксировал, у меня даже съехал пенек, да, я его подтягиваю в эту сторону, обратно выравниваю, да, вот, так. И второй узел, раз, и под нитку. Зафиксировал, сделал узел. Узел, он никуда не ездит, я протягиваю сильно. Он никуда не двигается, никуда не ездит. Да? Здесь пенек получился немножко у меня поменьше, да. Смотрю просто на вас. 18,3 у меня общее тут получилось. Расстояние от узла до узла 17. То есть все нормально. Немножко поменьше, но главное, сам не пенек, да, тут немножко в минус ушло. Не пенек, а само вот это расстояние, чтобы было там в плюсе. Пенек немножко гульнул, ничего страшного. Смотрю просто на камеру, как видно вам. Немножко отвлекся. И также далее, то есть вы себя проверяете. 2, 4, 6. Вы себя просто проверяете этим способом, да? Любым из двух. То ли по игличке вы это делаете. Да? Фиксирую. Второй фиксирую. Затянул узел. Все. Здесь у меня получилось все идеально. 17, 18,5. Да? Все идеально. То есть себя просто с линейкой изначально проверяете, правильно ли вы это делаете. И так далее. То есть, и теперь вы делаете, сажаете низ рыболовной сети. Я вам показываю это на примере на кольцо. На кольцо. Просто разберем один из видов сетей на кольцо. Разберем потом на другом шнуре. Тоже покажу, там есть некоторые моменты, что там делать. Да, с тем же патентом, к примеру. Да. Затянул. Да. Ну, я проверять уже себя не буду. 2, 4, 6. И, то есть мы и так продолжаем, пока не закончится сетеполотно. Когда оно как бы закончится, там будет к завершению, я вам там покажу, что делать. Потому что при выборе сада, там количество ячей, да, может, скажем, быть не совпадать немножко. Не 8, там, к примеру, остаться вам, а чуть побольше или поменьше. И так далее. То есть мы добираем это все, нить спокойно как бы проходит. И шнур планомерно с катушки стравливается, да? Он не катается как клубочек, да? Сзади там стравливается с катушки. Ну вот, по видео мы с вами быстро подошли к завершению посадки низа рыболовной сети, жаберной рыболовной сети или одностенной рыболовной сети. Да, вот она быстро у нас провязалась уже, да. Ну еще раз, как бы вот я закончил здесь нитку, да, еще раз просто разобрать, как ее крепить. Да. Берем челнок с новой набранной нитью, да. Крепим сюда, сантиметра 2 оставляем, прислоняем, вокруг под нитку делаем узелок,
сделали узелок. И потом точно так же под 2 и под 1. Да? Сращивание, опять же, нити на шнуре, в рыболовном шнуре. Сейчас мы делаем низ рыболовной сети. Также продолжаем набор. Тут остался вот небольшой кусочек, просто показать вам уже, как это завершение делается. Также набираем 2, 4, 6, 8. У нас там 8 набор петель. Да. К узелку прикладываем игличку, меряем. Да. Оставляем наш пенек. Делаем узел. Затягиваем. Ну, тут буквально немножко петель осталось. Может быть, сетеполотно, когда вы провязываете и берете какое-то непосредственно расстояние, то может на завершении там быть там 3 ячеи, 4, там 5, к примеру, да. Но сейчас я не знаю, сколько там будет на завершении ячей оставаться. А может как бы и ровно все ячи быть ровно на саду. Можно сделать это, грубо говоря, правильно, скажем так, посчитать, сколько и сделать сад. Ну вот мы сделаем правильно его. То есть мы с вами закрепили на той стороне изначально 2 ячеи. Вот у нас осталось, мы посчитаем 2, 4, 6, 7, 8. А тут в принципе нет, она ровно вошла. Здесь она просто ровно вошла. Такое же количество ячей. То есть равномерно машина срезала это сетеполотно, и нам ничего здесь не приходится делать. То есть остается там на завершении сетеполотна 2 ячеи. С этой стороны мы точно так же эти 2 ячеи, вот они последние 2 ячейки, мы их также набираем. Так же, как и начинали сеть, делаем, что проходила только игличка, делаем узел, чтобы только проходила игличка. Делаем узел. И теперь от этого узла, да, мы берем 50 сантиметров, мы также прикладываем с вами линейку, как и на той стороне делали 50 сантиметров, отмеряем 50 сантиметров, и здесь этот шнур мы просто обрезаем. Обрезаем этот шнур и опаиваем. Его просто припаяли. Теперь мы нитку с игличкой с вами непосредственно уже поднимаем. То есть челнок мы с вами здесь продеваем в край рыболовного полотна, сетеполотна, в край. Не в крайнюю ячею, вот крайние ячеи идут, да, крайние. Но мы начинаем с вами его продевать, то есть во второй ряд, рядом который ячейность. Потому что со временем все равно сеть как бы будет непосредственно там зацепляться за что-то, еще что-то будет подтягиваться, крайние ячеи будут расходиться, узелки будут все равно расходиться. И получается образование, что у вас одето, потом вот дуга такая, нитка остается, да. Вот чтобы этого избежать, и нитка была всегда как бы в сети, да, мы одеваем не самый крайний, а рядом в ряд начинаем продевать вот так, как и мы изучали, да, начинаем челнок продевать. Вот, начинаем его продевать. Так, 2, ну еще, скажем вот так, 4. Просто вот продели эту нитку, да,
продели, начали как бы ее продевать, скажем так. И чтобы нам было удобно уже ее дальше продеть, мы собираем сеть. Начинаем собирать, из-за чего вот как бы и те концы для удобства, что сеть можно потом, когда вот так собираете, допустим, не в каждую огниво, да, не в каждую как бы сад, а вот просто в промежуток всю сеть эту взять, собрать и уже завязать. То есть мы ее как бы соберем, перевернем, чтобы было удобно, проденем эту нитку и уже начнем как бы делать верх рыболовной сети. Для того и как бы для удобства потом хранить там, сушить сетки, перебирать сетки. Оставляйте нормальные изначально как бы. Оставляем нормальные концы на сети, чтобы уже собрать эту сеть, завязать сеть. И также между собой они, если вы набираете там сети, допустим, по 50 метров, а вам надо выставить там 300 метров этих сетей, то вы связываете сетки между собой верхами и низами. То есть нижние шнуры связываете между собой, и также верхние шнуры вы связываете между собой. Там 6 сеток, к примеру, поставили, вместе их связали и выставили. Эту сетку мы делаем просто на капроновом шнуре 5 миллиметров. Да, эта сеть на кольцо. Ставится рыболовное кольцо потом вместо грузового шнура и уже используется. Ну, вот видите, мы по видео так быстро ее провязали, а я набираю ее очень долго. Ну вот подошли мы к началу, то, что мы делали. Продеваем вот сюда, да, продеваем во все. Ну и просто можно как бы здесь сделать узел, да, скажем так, чтобы оно никуда не разбегалось. Сделали узел. Теперь будем переворачивать эту рыболовную сеть. Ну просто мы ее снимаем здесь непосредственно. Снимаем. Развязываем нашу скруточку здесь, да. Просто завешиваем сейчас уже, то есть то, что мы собрали с вами, завесили на этот самый, на крючок обратно. И начинаем продевать дальше. То есть то, что у нас с вами есть, то, что мы с вами начали, продеваем уже дальше, непосредственно вдоль, чтобы было удобно. Расправляем уже полотно, да, расправляем полотно. И дальше продеваем то, что я вам говорил, в предпоследний ряд. Не в последний, а в предпоследний ряд начинаем это все продевать. Все, вдоль всего полотна продеваем. Значит, если у вас, смотря какое сетеполотно вы берете, к примеру, то есть любая высота сетеполотна в жгуте, вы непосредственно, неудобно, конечно, мне так продевать, показывать вам, то есть любое сетеполотно, которое у вас там по расстоянию, скажем, в жгуте, если у вас там указано на ярлыке там 1,80 м, к примеру, то вот эту боковую нитку вы замеряете, боковую нитку непосредственно, на 20 сантиметров меньше. То есть если у вас полотно там 1,80 м, на 20 сантиметров 1,60 м, значит. Если полотно 2 метра, также на 20 сантиметров, значит 1,80 м. То есть любое полотно, которое вы берете, на 20 сантиметров эту нитку делаете короче. Ну вот, чтобы далеко даже, допустим, не ходить, скажем, находиться на одном месте, да, как я вам уже показывал, что можно
на крючок вот так повесить, да, повесить на крючок и дальше как бы работать. Для этого не надо больших помещений, там кто-то ходит, там бродит по улице, там по двору, с угла в угол. Тут ходить никуда не надо, сидите на одном месте. Немного это занимает места для работы. То есть нитка боковая продевается по всей длине полотна. Ну вот, мы подошли к завершению. То есть продели в боку все это, да, вот этот край у нас тут на веревочке, петли все собраны. Ну теперь просто берем линейку и замеряем эту нить. То есть здесь я буду замерять, мне просто на этой сети необходима нитка 1,80 м. Да, я вот просто отмеряю. 50, метр, 1,50 м и 30. И здесь делаю непосредственно, когда вот отмерил я 30, да, ну, чтобы не запоминать, где это что находится, да, просто делаю на этом расстоянии, вот, просто на нитке узелок, сделал узелок, да. Теперь также мы вытягиваем нашу сеть, скажем, выравниваем по верху сети полотно, выравниваем, сколько кому надо вот расстояние, опять просто расстояние берем, какое необходимо, там, ну вот я взял там сантиметров 70, то есть берем, здесь также я сбросил, допустим, это все, взял опять эту веревочку рабочую, да, и опять в этом месте я ее перетянул. Перетянул эту сеть в этом месте на веревочку и веревочку повесил. То есть повесил обратно на этот крючок. Игличка здесь вот она положилась, да, она ничего не мешает тут в стороне. То есть опять же петли у нас все набраны вот здесь, да. Вот отходит игличка, да, там отошел, вот он узелочек, да, уже размерность она дана по узелку. Вот они висят. Теперь подготавливаем непосредственно уже верх. Верх будет на поплавке стоять. То есть подготавливаем, надеваем просто вот тот, что стоит шнур сзади. Там табуреточку можно подальше ее отодвинуть, да, скажем, на расстояние поплавков. Берем количество поплавков там с запасом, возьмем там 65 поплавков с запасом, одеваем сюда сразу все 65 поплавков и будем работать. Сейчас я одену и покажу, как они будут тут размещены. Вот непосредственно набраны поплавки, сейчас я вам покажу. Вот они уже как бы набраны на шнуре, вот так они идут. То есть вот тут. Вот так они располагаются, одеты все на шнуре, все эти поплавки. Вот они просто идут, лежат. Вот все эти поплавки, они идут на шнуре, одеты прям сразу на шнур. Все как бы. Теперь мы будем продолжать дальше. Они просто расположены здесь на шнуре, сразу одеты все, чтобы не обрезать шнур. Теперь также, где у нас завершение с вами непосредственно уже закончилось сама сеть, где закончилась. Берем, значит, уже игличку, да, шнур, берем шнур, сейчас поправим. Берем шнур, верхний шнур, это также тот же самый шнур 5 миллиметров. Отмеряем с вами, также отмеряем 50 сантиметров по верху. Игличка, где вот этот наш узелочек, мы сюда подводим этот узелочек.
Мы сюда подводим этот узелочек. Опять же вокруг шнура до этого узелочка или за ним. Тут не актуально. Второй раз. И те же самые движения мы делаем с вами. Затянули. Да. Берем сетеполотно. Отрезаем эту ниточку. То, что набраны ячеи. Обрезали. Распустили петли. Взяли 2 петли первые. Все то же самое. 2 петли. Делаем захват. Чтобы проходила только игличка. Ну, небольшой тут пенечек оставьте. Там миллиметра 2-3. Когда затягивать будете, он пропадет. Практически подойдет к шнуру. Теперь, значит, также мы делаем набор, который мы с вами посчитали. Это 9 ячей, да, 9 ячей на то же расстояние 17 сантиметров. Вот даже на игличке уже маркер подстерся, да, у меня пока я работал по низу. Да, то есть, сейчас подправим этот момент. То есть опять он подстерся, хотя это маркер, фломастер держаться долго вообще не будет. Опять, то есть отмеряем, да, наши 17 сантиметров. Ставим риски для удобства, чтобы не крутить, не ловить. Челнок с разметкой с двух сторон. Делаем эти риски. Да, сделали риски опять по 17 сантиметров. И так же, как мы делали с вами набор, делаем набор. Уже другое количество ячей. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, сделали, набрали 9 ячей. Также здесь мы с вами прикладываем, да, по риске. От узла до риски приложили. И делаем с вами пенек уже, да, порядка 2,5 сантиметров. 2,5. Делаем узел. Также берете линеечку. Взяли линейку, да, приложили линейку. То есть у вас должно, то есть 19, ну у меня 19, сделал я его 2. Ну для такого поплавка хватит в принципе и 2 здесь. 19 я сделал. То есть от пенька до узла, а от узла до узла 17. Ну будем делать, не буду я развязывать, буду делать по 2. На такой поплавок вполне мне хватит 2. Значит, сделаем, чтобы ставить, когда ставить первый поплавок. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть, чтобы изначально поставить первый поплавок, да, он ставится после, можно взять, ну, лучше взять 3, скажем, промежутка, да, брать где-то на 3 промежутка. То есть, можно ставить от 2, но лучше там от 3. Почему? То есть на крайнее огниво некоторые сетки делаются и ставят прям сразу в первое огниво поплавок. Да? Ну, скажем, поплавок сюда поставить можно первый, но когда вы будете там проверять сетки, когда они будут стоять, оттяжки тянуть, вот этот край сети, он будет больше наматываться. Если вы поставите, начнете там с 3-го, да, с 4-го, к примеру, этот край будет меньше запутываться. Это очень важно. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Просто, скажем, также и к завершению обязательно все равно посчитать, там, сколько будет получаться, оставить там 3-4, не суть, да, какой-то промежуток его оставить обязательно. Скажем, все равно в большей степени, то есть меньше он будет запутываться. Вот эти края
у сети, они будут меньше просто запутываться. Вот здесь я беру и буду делать на 4 от краю. То есть 3 промежутка я уже сделал, да? 4. 2, 4, 5, 6, 8, 9. То есть здесь как бы... Вот. И теперь уже я беру и подгоняю сюда поплавок в это огниво. Вот поплавок. Также размерность от узла по игличке, да. Размерность взята. Также пенек оставляю 2 сантиметра, да. И этот поплавок. И делаю... Сделал узел. И так дальше. Мы с вами рассчитывали, что непосредственно поплавок у нас с вами пойдет. Поплавок через 6 в 7. Через 6. То есть нам теперь надо сделать вот таких 6 промежутков, 6 огнив, да. И в 7 будем ставить уже поплавок. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Делаем 6 промежутков и уже в 7 будем ставить поплавок. Первый промежуток. Две, 4, 5, 6, 7, 8. Второй промежуток. Две, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Третий промежуток, пенек 2 сантиметра, все хорошо. Себя обязательно проверяйте линейкой. Если вы этим никогда не занимались, себя линейкой. Как я уже и говорил, 2, 3, 4, 6. Как я уже и говорил, что верх допускается в небольшой минус, а низ допускается в небольшой плюс. Если вы сделали там 16,8, к примеру, в этом страшного ничего нет. Или 16,9 или 16,7 расстояние. Страшного здесь ничего в этом нет. По верху именно вот этой сети. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну вот мы уже какой тут 5 промежуток делаем. 3, 4, 5. Да, 5. Сейчас 6. 6 промежуток, да. Шнур я вот подтягиваю, вы слышите, он сзади идет через поплавки, через все. Вот сделали, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 промежутков. В 7 ставим поплавок. 6, 7, 8, 9. И в 7 ставим поплавок. Опять подогнали поплавок от узла до риски. Пенек 2 сантиметра. И делаем и так далее. То есть теперь также опять 6 промежутков и на 7 поплавок. И так продолжаем садить рыболовную сеть. Когда подойду к завершению, я вам покажу, как дальше там закрыть эту сеть, да, прогнать и сделать узел.
То есть нитку мы с вами, скажем так, сети делаем, и нитку мы с вами, скажем, прогоняем по кругу, да, снизу, потом бок, потом вверх, потом опять бок, и узел уже к узлу мы подойдем внизу. 6, 8, 9. Подойдем уже к низу и сделаем уже на низу там узел. Ну вот мы с вами практически подошли к завершению изготовления жаберной рыболовной сети или одностенной рыболовной сети. Как видите по видео, это очень быстро делается. То есть мы уже практически с вами ее сделали. Осталось немножко. То есть я покажу вам завершение, что здесь делается. Вот ставлю поплавок непосредственно в промежуток, да, наше расстояние 17, пенек, 2, делаю узел, сделал узел. И вот здесь остается какое-то количество ячей остается на сетке. Сейчас я вам покажу. Остается какое-то количество ячей, вот оно небольшое. Если, то есть, можно посчитать даже, чтобы было равномерно у вас это все было, можно посчитать, сколько ячей осталось, то есть, допустим, хватит еще до поплавка или нет. Да, но я вот вижу наглядно, что здесь количество ячей небольшое, да, и до поплавка мне не хватит. До поплавка не хватит. Я просто их также продолжаю садить, да, до завершения уже непосредственно этой сети. Да. Досаживаем как бы эти все ячи. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть получится 3 промежутка, будет 3, получится 4, будет 4, получится там побольше, ничего страшного в этом нет. Меньше будет путаться край сети. Да? То есть вот здесь тут. И как раз может быть какое-то количество. Снизу у нас получилось ровно, ну и здесь должно, значит, получиться ровно. Ну, может быть, как-то подсрезано полотно, да, там 2 начальные петли, 2 взято с краю и с краю. Тут может получиться немножко поменьше ячей. Две. То есть 3 мы уже провязали, это 4-й сад уже идет. Ну вот я как бы зацепил ячеи. Что уже 5-й промежуток идет. 5-й промежуток пошел. 5-й промежуток. Ничего страшного. То есть здесь у меня остается уже 2, 3, 4 всего ячеи, да. Можно их просто все 4 взять и пристегнуть к сетке. Пристегнуть к сетке. Но можно, допустим, если вы уж хотите, там принципиально 2 посадить, да, и 2. Но это маленькое расстояние будет. Ни к чему оно. Сразу 4 ячеи цепляю, да, эти крайние. И также делаю, чтобы небольшой промежуток, чтобы проходила только игличка. Пенечек беру там буквально 2-3 миллиметра. Да, и затягиваю. Все, на этом как бы по верху рыболовной сети мы все закончили.
Теперь непосредственно, как и в том случае, да, мы брали концы с вами 50 сантиметров. Берем 50 сантиметров, обрезаем шнур, просто обрезаем шнур, да, и его опаиваем. Немножко опаиваем. Теперь также мы продеваем игличку, опять же здесь начинаем его продевать в предпоследний ряд, да? Точно так же, как с той стороны мы с вами делали. Берем и вот в предпоследний ряд мы начинаем вдевать игличку. Не в последний, а в предпоследний. И так мы делаем до низу. До низу все это делаем. Также мы отмеряем, ну здесь мне необходимо просто 1,80 м на этой сети. Я отмерю 1,80 м. Также сделаю узелочек центральный, чтобы не держать эту нитку, не искать, к примеру, эту нитку там. Или можно пометить эту нитку, если вам не хочется этот узелок делать, там, к примеру, мылом. Взяли, отметили. И сейчас я вам уже покажу узел, как будет делаться узел уже в завершении сети. Чтобы удобно, мы ее снимаем сейчас, переворачиваем, зацепляем этот верх, цепляем кончик этого верха, да, проговариваем нитку и уже снизу будем с вами делать узел. Ну вот, мы продели с вами шнур, да, нить по краю. И вот наше начало сети. Наше начало здесь сети. Вот хвостик мы оставляли, да. Вот подтягиваем этот узелочек сюда, да, подтягиваем его. Точно так же делаем захват, да. Сделали захват, да, размерность мы дали. И второй. Опять же продеваем, опять делаем захват. Да. Затянули. Теперь эти два хвостика вокруг шнура. Вот так продели. Раз. С хвостиком, да, по шнуру вот так подошли сюда. Раз. В другую сторону сделали. Продели. Продели два. Продели два. Теперь точно так же делаем вокруг двумя ниточками. Продели игличку сюда, хоп. И еще вот сюда поддели вместе с этим хвостиком. Вот так. И вот так подвели сюда. Теперь я вот делаю рабочими ножницами. Беру ножницы рабочие, вот так хоп, подкручиваю, да, и вот так затягиваю уже на ножницах. Оп, даже оборвалось. Оборвалось, осталось тут 5 сантиметров, они не нужны. Подрезаем до 2, подрезали, все, сеть готова. Мы сделали с вами сеть непосредственно на кольцо. Приматываем сюда кольца, сеть готова к работе. Спасибо за внимание.